люди вкладывают в это понятие немножко разные вещи. То есть это навсегда. Выкупить какую-то картину невозможно. Том Вейтс – это больше, чем музыка. Это такая вот атмосфера прям. Да, ни одной картины Амадео Модильяни в России нет. Для меня то, что мой портрет находится в коллекции Русского музея, гораздо интереснее, чем этот портрет висел бы у меня дома. И вновь мы в гостях у Игоря Чемисова, у коллекционера, у галериста. Абсолютное удовольствие от жизни. Возможно ли это? Конечно, возможно. Есть какие-то вещи в жизни, которые мы приобретаем, так сказать, вместе со знаниями, вместе с путешествиями, вместе с какими-то навыками. И есть такое понятие, как гедонизм. Вот, как мне кажется, я стопроцентный гедонист. Другой вопрос, что люди вкладывают в это понятие немножко разные вещи. И гедонизм, если с точки зрения Википедии, это такое абсолютное удовольствие от жизни. Но для меня гедонизм – это не только удовольствие от жизни, или, скажем так, не делать то, что ты не хочешь, или не дружить с теми людьми, которые тебе не интересны. А наоборот, для меня гедонизм – это какие-то знания, через которые моя жизнь становится такой наполненной. В прошлый раз мы с вами говорили об искусстве, это очень большая часть моей жизни. И мое понимание гедонизма сказать, исходит как раз вот от насыщения жизни такими сказать, важными вещами, как искусство, живопись, музыка, джаз. Где-то, может быть, и вино как составляющая. Хотел бы вот акцентировать внимание на том, что удовольствие от жизни должно происходить не от праздности, а наоборот от наполненности. Это очень важный момент. Игорь, а для вас какие главные источники удовольствия в жизни? Ну, в первую очередь, конечно, искусство. Вы помните, что я, так сказать, занимаюсь продвижением, так сказать, художника, я делаю различные выставки. И та энергетика, та обратная связь, которую я получаю от соприкосновения с современным искусством, для меня как раз и является таким удовольствием номер один в жизни, да, поскольку я это делаю не ради денег, а ради удовлетворения своего настроения, скажем. Как, знаете, в свое время Сергей Иванович Щукин, знаменитый российский промышленник, который, так сказать, коллекционировал искусство, покупал его, меценат, в его одной из комнат в Москве, его особняка, в 25-метровой комнате висела 51 картина Пикассо. 51, это большая комната. Но очень много картин. То есть это говорит о том, что в получении радости и удовольствия от жизни есть какие-то примеры, которые лично для меня являются ориентирами. То есть я с трудом сейчас могу себе представить, как можно, сказать, вот в наше сегодняшнее время иметь такое богатство или такую, сказать, целую страну, сказать, ощущений, сказать, будучи погруженным в такие, ну, в общем, отчасти не совсем простые вещи, тем более, что Пикассо – это, в общем, художник, там разные периоды творчества, и у него были периоды такие не совсем, может быть, даже и интерьерные. То есть первую картину, которую купил Сергей Щукин, это была «Девушка с веером», знаменитая картина, но, в общем, глядя на нее, было ощущение битого стекла во рту. А сейчас где эта картина находится? Она сейчас находится в Эрмитаже. В главном штабе, да? В коллекции Эрмитажа находится очень много произведений Пикассо, которые в свое время были приобретены Сергеем Щукиным. И это прекрасные произведения, так сказать, и Щукиным, и Морозовым, кстати, Иваном. Вот, знаменитая «Девушка на шаре» голубого периода. Вот, и это тоже укладывается в понимание гедонизма, то есть как бы получение удовольствия от наслаждения искусством. Я долгое время дружил с одним петербургским художником, к сожалению, пару лет назад он умер, его звали Юрий Дмитриевич Кряквин. Он был кубистом, кстати, он был продолжателем дела Пикассо,
Вот. И когда я приезжал в загородную мастерскую к Юрию Дмитриевичу, у него всегда в мастерской играла музыка. И это был джаз, cool джаз, Джон Колтрейн, это музыка 60-х. И я не всегда понимал эту музыку, иногда она меня где-то отчасти даже и раздражала. Но прошли годы, и теперь я не могу жить без этой музыки. Она для меня так же хороша, как произведение Юрия Дмитриевича. И Юрий Дмитриевич, будучи таким для меня интересным очень человеком, конечно, рисовал мои портреты. И вот очень такая интересная произошла история, когда он написал эскиз, значит, подарил мне его, а потом написал портрет мой. Но так вышло, жизнь вещь иногда сложная, на какой-то момент мы перестали с ним общаться. Вот. И у него в это время как раз была персональная выставка в Русском музее, и я, конечно, был на этой выставке, но, к сожалению, его не видел. Потом прошло много лет, вот, и я узнал о том, что Юрий Дмитриевич умер. Конечно, меня это сильно расстроило, но я помнил о том, что он писал мой портрет, я знал, как он выглядит, портрет, связался с его семьей и попросил о том, что можно ли выкупить его. Значит, и как я был удивлен, что родственники сказали: а Юрий Дмитриевич ваш портрет подарил Русскому музею. Да вы что? Да. И он сейчас находится в Русском музее? Да, и он находится в коллекции Русского музея. И вот, выставленная коллекция? Нет. Или в закромах где-то? Нет. Этот портрет вот сейчас в постоянной экспозиции Русского музея висит одна картина Юрия Дмитриевича Кряквина. Вот. Но мой портрет находится в коллекции Русского музея. Он не выставлен, но он есть. Я получил от Русского музея официальную, значит, справку на этот счет. Мне это было очень любопытно. И вот, вы знаете, вот где-то отчасти это ведь тоже гедонизм, потому что мы какие-то вещи для нас могут быть даже важнее. То есть для меня то, что мой портрет находится в коллекции Русского музея, гораздо интереснее, чем этот портрет висел бы у меня дома. Конечно. А есть какие-то прогнозы, когда его выставят в это никто не знает. То есть, как бы Русский музей имеет огромную коллекцию, это потрясающее учреждение. Вот, и ротация картин, так сказать, которые выставлены в корпусе Бенуа, это, так сказать, такая вещь, которая мне неизвестна. Да? То есть, вот. Но само наличие, то есть Русский музей, что очень ценно, он со своей коллекцией никогда не расстается. То есть это навсегда. Выкупить какую-то картину невозможно. Невозможно. И, так сказать, это навсегда, и это значит, что, может быть, и последующие какие-то поколения, да, будут знать об этом. У вас потрясающий дом, очень много картин. А только ли картины русских художников здесь представлены? Да. Вот, кстати, интересный вопрос. А почему только Евгения. русских? Был момент в моей жизни, когда я хотел и мог купить Энди Уорхола. Я увлечен его творчеством, это поп-арт, но как-то вот не случилось. Я думала, это как-то связано с тем, что вы патриот Нет. русского искусства. Просто категории искусства как бы бывают разные. И, конечно, я восхищаюсь Анри Матиссом, Эдгаром Дега, Гогеном. У меня есть любимые художники, но пока, к сожалению, как бы в силу разных причин они мне недоступны. А вот такой вопрос из ряда пофантазируем. Если бы была возможность получить любую картину любого художника в коллекцию вам домой, какую бы вы выбрали? Конечно, Пикассо и, возможно, Амадео Модильяни. То есть это очень романтично. А какую именно картину? Модильяни, кстати, вот Иван Абрамович Морозов и Сергей Щукин приобрели в общей сложности около 700 с лишним картин в начале прошлого века во Франции. И это как бы настоящие шедевры. Это лучшие художники, которые, сказать, вообще, наверное, когда-то были. Да? То есть, и в коллекции Эрмитажа есть и знаменитые голландцы, и итальянцы, и испанцы, но именно наследие Щукина-Морозова считается, как бы самым
мощным вкладом в коллекцию Эрмитажа. И вот, к сожалению, по официальным данным, в России нет ни одной картины Амадео Модильяни. Ни одной. Почему? Лично я не могу объяснить, хотя кто знает историю, Амадео жил в то же время, это итальянский художник, но он жил во Франции, в Париже, он дружил с Пикассо, он общался с Ренуаром, это было одно общество, и туда приезжал и Щукин, и Морозов, приобретал картины, но почему-то ни одной картины Амадео Модильяни в России нет. И, конечно, если бы случилась такая сказочная гедонистическая ситуация, при которой была бы возможность иметь и обладать какой-то картиной, то, наверное, я бы вот выбрал именно Модильяни. Ну, у него не так, кстати, много картин, то есть он прожил короткую жизнь, к сожалению, в возрасте 35 где-то лет он, так сказать, трагически погиб. Вот. Но как бы среди его картин, его немыслимые портреты, так сказать, какие-то картины с изображением обнаженной натуры, они все хороши. Вот. Ну, может быть, если конкретно, может быть, портрет Жанны. Игорь, помимо живописи, вы упомянули в начале, что еще музыка приносит вам большое удовольствие. Расскажите, какая именно музыка? Ну да, конечно, Евгения, музыка – это тоже мой гедонизм стопроцентный. И погружаясь и изучая музыку, и музыка, которая сопровождает мою жизнь, я тоже расту. И если на какой-то период моей жизни я увлекался как-то музыкой более понятной, может быть, где-то отчасти более мелодичной, там, Род Стюарт, какие-то исполнители, которые, так сказать, в музыке которых много романтики, да, то сейчас, конечно, это 100% джаз. И джаз, cool джаз, который был записан в 60-е годы, и там есть ярчайшие исполнители. Джаз – это такая вот атмосфера прям. Да, это атмосфера, это, как правило, виниловая пластинка, это какая-то аппаратура, которая позволяет раскрываться этой музыке, это даже какое-то определенное настроение. Да. И там, так сказать, в этом огромном мире джаза есть свои кумиры, есть свои лидеры, есть свои, так сказать, непревзойденные мастера. Вот. И в первую очередь, конечно, я бы хотел сказать про Джона Колтрейна, Майлса Дэвиса, Билл Эванс. Это такая музыка салонная, это музыка скучная, очень вдумчивая. Но Том Вейтс – это больше, чем музыка. Том Вейтс – это что-то такое, что будет в нас какие-то эмоции и, может быть, раскрывает нам даже какие-то стороны жизни, которые нам не сильно знакомы. Лично для меня эта музыка очень вдумчивая, очень интересная. Если, допустим, Джон Колтрейн для меня это Пикассо, то Том Вейтс это, наверное, конечно, что-то такое более авангардное, более такое, сказать, что-то, что не поддается ощущению и даже, может быть, иногда объяснению. У меня почему-то Врубель всплыл перед глазами, но не знаю, это может быть лично мои какие-то впечатления. Да? Нет, для меня скорее это может быть Анри Матисс. Да, тем-то и хорош Том Вейтс, что его музыка будет у всех разные впечатления. Для меня Том Вейтс в первую очередь это джазовый исполнитель, то есть и его блестящий альбом Blue Valentine, и это музыка, которая хороша и в любое время года, и в любом состоянии. То есть это может быть и праздник, это может быть просто какой-то вечер, да, с бокалом вина. И это музыка, которая, конечно, наполняет нашу жизнь какими-то красками и, как мне кажется, самыми-самыми правильными. Вообще это потрясающе, когда какое-то искусство вызывает вот не какую-то моноэмоцию человека, а когда каждый найдет в этом что-то свое, когда каждый вот что-то увидит, что-то для себя примет. Так и есть. То есть мы многие вещи в жизни воспринимаем через призму собственного отношения к происходящему.
И если наша жизнь в той или иной степени, так сказать, положительна, если в ней много хороших эмоций, да, то и музыка в этой жизни, как правило, такая же. Вот. Сказать, я всех призываю к тому, чтобы гедонизм проникал в наши сердца через знание и через формирование определенного вкуса. По поводу джаза, вот по моим личным наблюдениям, вот я редко видела подростков, молодежь, кто там слушают джаз с удовольствием, это все-таки больше для взрослого поколения. Понятно, о чем вы говорите. Вот даже вот на примере моего сына, ему 24 года, и как бы у него хороший вкус, и он слушает очень интересную музыку, альтернативную, какую-то, в общем, современную. И, конечно, он не слушает джаз. Но что мне нравится, что он способен понять, что та музыка, которую слушаю я, и вот этот cool джаз, про который мы говорим, что эта музыка достойная. Просто придет время, придет какой-то определенный возраст, когда человек наполнится. То есть, конечно, 24, 25, 35 лет мы еще такие совсем молодые, и у нас другие эмоции, да? Но приходит время, когда тебе становится 40, 45, а может быть даже и 50. Такое тоже случается, да? Да, это случается, к счастью. Вот. И как бы количество где-то отчасти переходит в качество. И это произойдет абсолютно точно, потому что есть какие-то вещи, которые нетленные, которые стопроцентны навсегда. То есть и джаз, и Джон Колтрейн, и Майлз Дэвис – это музыка на все века. Так же, как, я не знаю, ювелирный дом Картье, например. То есть джаз – это такой стиль, до него нужно дорасти. Как и с искусством. Это вот мы с вами касались этой темы, что искусство тоже требует наполнения определенного, насмотренности, и чтобы понимать современное искусство, нужно время. То же самое и с джазом. То есть, но есть какие-то вещи, когда образ жизни, среда жизни, круг общения формируют твой вкус. И в моей жизни случались такие истории, когда люди, которые заходили в мою жизнь абсолютно без этих увлечений, через факт общения, дружбы и через факт обмена информацией, они получали эти знания и прекрасно увлекались этой музыкой и искусством, и я очень этому рад. И я всегда с огромным удовольствием люблю делиться своими знаниями и своим отношением к жизни. И если бы я мог, я бы с огромным удовольствием сделал бы так, что все люди, с которыми я общаюсь, были бы гедонистами. Джаз – это такая специфическая музыка, которую, скорее всего, в наушниках, там, на спорте, на кардиотренажере мы слушать не будем. Надо как-то расположить атмосферу, как, где, при какой обстановке лучше его слушать, чтобы максимально погрузиться в эту атмосферу. Да, это очень, очень верно подметили. Конечно, джаз – это не музыка, которую слушают на пляже, в лежаке, несмотря на то, что это прекрасное времяпрепровождение. Значит, может быть, и лучше в жизни гедониста лежать на лежачке возле берега моря. Но у нас мы сегодня около камина. Да, да. Ну, это зимний Петербург, конечно, да. Это совершенно другая история. Вот. Для меня, конечно, есть какие-то определенные вещи, которые я очень четко понимаю. То есть, как бы, вот джазовая музыка, конечно, требует какой-то определенной атмосферы. Да? То есть, очень здорово, если есть возможность слушать виниловую пластинку, если есть аппаратура определенного уровня. Хорошо, если это аппаратура винтажная, так сказать, с какими-то, так сказать, оттенками звучания того времени, потому что, как правило, это музыка 60-х, 70-х годов. Вот. И лично я люблю больше всего слушать джазовую музыку Тома Уэйтса, Билла Эванса. Я люблю слушать в загородном доме, в лесу,
в некотором смысле. Вот. Но есть такая музыка, не обязательно она 100% джазовая, да, то есть она может быть и немножко в другой какой-то стилистике, да, но она, вот, например, Андреа Бочелли, да, это великий тенор, значит, многие знают, кто это, да, и вот, например, Андреа Бочелли давал концерты на открытом воздухе в Тоскане, значит, и концерты, где он пел со звездами эстрады, вот, и это что-то неподражаемое, то есть это что-то такое, что в жизни очень сложно даже как-то и почувствовать, то есть как бы это какие-то такие штучные вещи, это 100% гедонизм, и когда я про себя рассуждаю о том, как бы мне хотелось, да, услышать ту или иную музыку, то таким верхом, может быть, где-то отчасти наслаждения было бы попасть на концерт на открытом воздухе вот какого-то такого исполнителя. Как же можно говорить об удовольствии без вина? Да, вино, конечно, Евгения, это огромный мир. И насколько ты имеешь знания о вине, настолько, мне кажется, ты получаешь удовольствие от этого напитка. И вот я бы хотел такую затронуть неожиданную историю. Мы только что говорили с вами про музыку. И вот для меня определенная музыка тоже где-то каким-то образом, так сказать, соотносится с определенными сортами вина, сортами винограда. Ну вот, допустим, если Джон Колтрейн, великий саксофонист, то мне, конечно, сразу приходит на мои ощущения, приходит ощущение от вина Бордо. Это огромный мир, это очень такие, так сказать, вдумчивые, очень качественные, очень интересные вина, сорта винограда, как правило, Каберне Савиньон и, так сказать, Мерло, такие международные сорта винограда. Если я слушаю Билла Эванса, то меня каким-то образом уносит в Италию. И такая фортепианная музыка почему-то у меня ассоциируется с Небиоло, с севером Италии, с прекрасными Бароло, Ланге или Барбареско. Если, сказать, Майлз Дэвис и его нетленное произведение Kind of Blue, то это 100% супер Тоскана. То есть это, опять же, бордовские бленды, но выращенные на благодарной земле Италии, где много солнца. И это, конечно, какие-то вина с такой немыслимой историей, с такой какой-то, сказать, интересной подоплекой, это Сикая, Арнилая. Вот. И, сказать, если это Том Вейтс, то, конечно, как и вино, это для меня лучшее, что может быть в музыке, и лучшее вино – это Бургундия, это Пино Нуар, это какие-то немыслимо красивые названия, Шамбертен, Романи Конти. И эти сорта вин в моем гедонистическом понимании жизни соотносятся вот с такой музыкой. Для человека неискушенного, который только хочет научиться разбираться в этом, с чего вы посоветуете начать? С какого исполнителя или с какого коллектива джазового? Ну, я думаю, что да, какая-то музыка, которая есть такие стопроцентные шедевры, да, допустим, вот альбом, про который мы только что с вами говорили, это Майлз Дэвис, Kind of Blue и So What композиция. То есть эта музыка, мне кажется, понятна даже людям, которые не сильно подготовлены, да, и которые не очень, может быть, погружены в джаз. Но очень важно, что есть определенные композиции джазовые, которые где-то отчасти могут произвести впечатление даже на неподготовленного слушателя. Да? И можно послушать квартет Дэйва Брубека, чудесная музыка, и тот же Билл Эванс, фортепиано, может быть, даже где-то отчасти более понятно для людей, которые не 100% знакомы с джазом. Игорь, как научиться стать гедонистом? Ну, может быть, даже и не все люди хотят
быть гедонистами. Но совет один, то есть нужно воспитывать в себе чувство вкуса. А вкус приходит через знание, через познание, через какую-то социальную среду, конечно. И это чувство, оно как бы врожденное где-то отчасти и приобретенное. И вот обучение гедонизму на самом деле это и есть жизнь.